Привет всем! В этом видео сделаю обзорчик контроллера влажности почвы. Моделька называется XH-M214. Ссылочка на него будет в описании. В комплект входит сам модуль. Это вот такая платка. Здесь 3 кнопочки для настройки. Дисплейчик показывает влажность. И клеммы для подключения питания. 2 клеммы. JND-, 12+, это плюс у нас. И 2 контакта, они будут между собой замыкаться, либо размыкаться. То есть не отсюда напряжение идет, а они между собой просто замыкаются. Работает как выключатель. Может управлять электромагнитными клапанами, можно подключать насосы, шаровые краны с электроприводом. Сейчас я покажу, как он будет подключаться. Это у нас зонд идет. Он на проводе длина 1 метр. Можно удлинять его, ничего страшного не будет. Зонд у нас вставляется в землю. Вот, например, у меня коробочка с землей и просто вставляется. Работает он по принципу проводимости. Вот эти 2 контакта. Чем больше влаги в почве, тем выше проводимость и сопротивление уменьшается. И этот модуль пересчитывает и показывает примерно влажность почвы. Я думаю, оно не сильно точно, но от 0 до 100% здесь влажность показывает. И сейчас я покажу, как он подключается. Для начала нам нужно будет подать питание на сам модуль. Вот эти 2 контакта. Вот, мы сюда будем подавать питание. Черный провод будет у нас минусом. Подаем вот сюда. Затягиваем контакт. И подаем плюс. Плюс у нас будет желтым проводом. Также подключаем, затягиваем. Это у нас питание модуля. Теперь нам нужно подключить какое-то устройство, которым он будет управлять. Например, вот этот шаровый кран с электроприводом. Подключим его. Здесь нам нужно запитать кран. У меня будет так, желтый провод это минус. Я буду сразу вот крокодильчики с блока питания. Сразу буду подключать одновременно. Минус на питание контроллера и минус на питание шарового крана. Вот, я их вместе соединил. Подал минус. Это у нас подключено. Теперь нам нужно подать плюс. Плюс у нас подается. Так. Куда у нас подается плюс? Плюс нам нужно будет подать на синий провод. Это нужно будет для того, чтобы кран закрылся. Плюс нам нужно будет подать на питание модуля. Также подаем сюда. Соединяем вместе. Модуль у нас запитан. Вот показывает 0 влажность. Если я возьму рукой, то есть тело тоже имеет какую-то проводимость и показывает вот значение. Реагирует модуль на проводимость. Так, это мы подключили. И теперь нам нужно будет при включении модуля, чтобы питание подавалось на красный провод. Тогда у нас шаровый кран откроется. Мы возьмем вот этот провод и подключим к одному из контактов реле. Вот сюда мы его подключим. Затягиваем контакт. То есть при включении модуля, он, кстати, сейчас включен, так как влажность у нас 0, горит у нас индикатор красный, что у нас реле замкнуто. Реле рассчитано на нагрузку у нас до 20 ампер. Это при 120 вольтах. Ну, если 220, то можно будет 5 ампер подавать. То есть небольшая нагрузка. Вот. Ну, в принципе, для работы крана, клапана электромагнитного или небольшого насоса его достаточно будет. И нам еще нужно будет подать плюс на вот этот контакт, на вход реле, чтобы при включении этот плюс передавался на кран. Подали контакт, затянули и подключаем к плюсу. Вот. Сразу кран у нас открылся, так как показывает 0 влажности, значит нужно будет поливать. Зонд я возьму, втыкну в землю. Все как по-настоящему. Вот. Земля полностью сухая, поэтому проводимости нет никакой, показывает 0. И сейчас я покажу, как он настраивается. Здесь у нас 3 кнопки. Это кнопка Set,
помощью нее мы входим в меню настроек. Когда мы зашли, у нас можно с помощью плюс-минус переключать функцию, которую мы хотим настраивать. Здесь всего две настройки. Это влажность, при котором включается модуль, реле замыкается, и влажность, при котором выключается. И F2 – это калибровка датчика, то есть можно плюс-минус его откалибровать. Нажимаем Set, F0, выбираем, также нажимаем Set 60%. Это влажность, при котором у нас модуль будет отключаться. Например, выберем 65, сохранили настройки. F1 это у нас влажность, при которой будет включаться модуль, реле замыкается при 20% влажности. F1 20, можно выбрать там, например, 25% влажности, сохраняем. И F2 это у нас калибровка, можно в плюс, можно в минус калибровать датчик. Если там у вас несколько модулей, хотите, чтобы они работали одинаково, то есть вы можете друг другу их подстроить. Либо просто хотите откалибровать, чтобы у вас были точные более значения. Также вот, калибруется в F2. Ну, мы по умолчанию оставим 0. Все, настройки сохранены. И теперь мы возьмем, например, я с краю полью чуть-чуть, чтобы не вся земля намокла. Вот где я налил воду, влажность у нас 99%. Это у нас мокрая. Кран у нас закрылся. И теперь нам нужно, чтобы влажность упала до 20%, чтобы он заново открылся. Я зонд перемещаю. Вот он у нас тут налип, намок. Перемещаю его в сухое место. Влажность показывает 1. И кран у нас открылся. Начался полив. И вот мы его перемещаем в влажное место, и влага начинает расти. Растет, растет. Когда влага вырастет до 65%, мы выставили, вот выросла. Кран у нас закрылся. И теперь убираем. Вот у нас земля высыхает. Высохла до 25%. И полив у нас заново начался. Вот так работает данный модуль. Очень простенько работает, очень простенько настраивается. Ссылочку на него оставлю в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.